Здравствуйте, дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро на неделю. Что произойдет со дня на день? Чего ждать в ближайшие дни с 13 октября? Давайте с вами узнаем. И оттолкнемся с вами от того, как видят карты Таро на день прошедший и сегодняшний, вас самих, вашу жизнь. Поэтому сделаем сигнификацию, а вот какая-то путаница явно по Луне, ну, тысяча неопределенностей. То есть это могли быть на сегодняшний момент какие-то договоренности, а потом это что-то не сработало. Вы собирались, к примеру, подписать даже официальную бумагу или какой-то документ, оформить что-то. И вроде бы были договоренности, то есть сказано «да», «нет», не было сказано, но и тем не менее что-то еще пока не доведено до логического конца или что-то не завершилось. И некоторое такое чувство сомнения, конечно, есть по Луне. Непонятно, к чему это все идет, чем это закончится. Ну, чем началось, вы уже явно знаете. А вот что будет дальше? Вот, может быть, у кого-то это связано и с личной, кстати, жизнью. Иногда аркан Луна говорит о том, что мы дома что-то можем обустраивать, о наших домочадцах, о каких-то вопросах, которые именно касаются вашего жилища, ну вот как стены, да, где вы находитесь. И, может быть, этот вопрос непосредственно по месту вашего пребывания, проживания. Тоже есть какие-то моменты. У кого-то это взаимоотношения. Ну, иногда, конечно, карта Луна может говорить о том, что само какое-то дело, как вот я обрисовывала в самом начале, ну, вроде и началось, а потом не то пауза, не то какое-то продолжение вяло текущее. Ну, давайте продолжим с вами. Насколько вы переложите на то, чем вы сейчас занимаетесь или о чем вы думаете, что вас беспокоит, и насколько карты, которые мы достанем в самом начале, сигнификация, насколько это откликается вашей душе. Попробуем предположить, с чем мы можем столкнуться в будущем, ведь наша жизнь – это всегда причина и следствие, правда? Итак, кто вы? Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? Карта сказала, что что-то не решено. Точно приходится сидеть на двух стульях. Сказано как будто «да» или, может быть, начат какой-то процесс. И вот там дальше пошла, ну, я даже не могу сказать, что это задержка. Но пока все-таки нам не говорят о прогрессе. Тут все как было, так и есть по двойке жезлов. Это тоже, знаете, такое своеобразное внутреннее ощущение, может быть, словно есть два жезла, грубо говоря. И вот мы ходим туда-сюда, от одного к другому. Сказать, что мы выйдем вот за этот вот какой-то маршрут наш, да, который нам уже, может быть, и порядком надоел, или вы теперь продумываете. Давайте мы еще достанем карту. Это я уже связываю с арканом Луна. По девятке кубков, тем не менее, что о вас нам говорят? Да вы ресурсный человек. Но есть те вопросы, действительно, которые вы пока не можете, ну, может быть, решить. Это первое. С другой стороны, я смело могу сказать, что расклад будет для тех, кто уже хоть в какой-то мере, мои дорогие, стабилизировал свою собственную жизнь. Пусть остаются как вот по Луне, тысячи неопределенностей, но все-таки девятка кубков, карта самодостаточного человека. Также будут карты говорить о том, что вы надеетесь сами на себя. Есть все же в вашей жизни по девятке кубков то, что у вас либо получилось осуществить, либо, ну, может быть, прогресс, вот, да, с учетом аркана Луна, опять же. Ну, что-то было инициировано, начато. Или пусть это какая-то прежняя история, да, которая долгое время стояла на паузе, потом вдруг что-то как вернулось, да, вернулось как возможность. Было начато снова, а потом опять, вот как по двойке жезлов, но решение не принято, результат не получен. Итоги еще не подведены. Хотя нам отчасти карты говорят о том, что тот вопрос, которым вы вот сейчас заняты, или, может быть, это как волнение даже, хотя ни одна карта про волнение не говорит, но мы сейчас вот посмотрим дальше, то вот вы можете не беспокоиться, знаете, у вас все равно это все решится положительно. Ну, где-то быть готовым к коррекции планов это определенно стоит, но тем не менее. Девятка кубков говорит уже где-то об итоге, что и вы контролируете, и вы где-то настроены
корректировать некоторые нюансы, потому что именно хотите получить результат. Ну, а когда мы так на это настроены, ну, тогда мы, может быть, даже готовы на какой-то почетный компромисс. Главное решить этот вопрос. У кого-то про любовь. У кого-то про планов, мои дорогие, громадье. У кого-то, конечно, и по личной жизни, а плюс еще какие-то дела. Все-таки по девятке кубков мы можем говорить, если мы о самодостаточности, это как раз карта самодостаточного человека. Да у меня все хорошо как будто, да? Или вот вы стабилизировали какую-то ситуацию, или, может быть, и денежную. Все же эта карта больше финансового порядка. Когда у нас уже в деньгах наметился, по крайней мере, ну, если не прогресс, то стабилизация. Мы можем даже как будто вот выдох сделать, да, мы можем себе позволить некоторый, ну, отдых или какое-то планирование нашей дальнейшей жизни. Это не то, что мы вынуждены уходить с головой в работу. Может быть, такой период был предыдущий, все же мы смотрим только на неделю. И у кого-то тут и сфера занятости, и вопросы денежного порядка, ну еще и вопросы любви. Вот для вас все важно, вот эта двойственность, или будем говорить двойка жезлов, это основные темы, которые у вас сейчас могут варьироваться между вашим трудом, занятостью, финансами и конкретно личная жизнь, любовь, взаимоотношения. Ну, вот как бы задачи такие принципиальные. Да, душа хочет праздника, мои дорогие, это точно. Вообще есть какие-то позитивные тенденции. И вы, мои дорогие, вот кто вы? Да, оптимист, сильный человек, тот, который, в принципе, не отказывается от каких-то возможностей, если, ну, на 100% даже это не совпадает. И это очень правильно. У нас эпоха перемен. Тут заранее попробуй, что просчитай. Не просчитаешь, и поэтому жить будет радостнее, веселее даже, правда. И если мы готовы, знаете, как хвататься за соломинку, может быть и так, потому что у каждого из нас сейчас своя какая-то ситуация. Но когда мы готовы вот к этому компромиссу или приходит возможность, ну какая пришла, окей, вот это и будем рассматривать. Тогда праздника определенно в вашей жизни больше. Может быть, это вы уже такую парадигму жизни даже заняли, потому что, может быть, и предыдущий опыт где-то вас научил, что именно возможности приходят как-то неожиданно. А если я буду ждать именно тех возможностей в моем представлении, ну, так можно прождать до конца жизни. Поэтому тут и жизненный опыт у вас точно есть. Рыцарь мечей. Но тут может быть, знаете, как отношение с человеком, который рвется навстречу с вами. Но все же есть у нас девятка, ой, двойка кубков, которая говорит о личной истории. А у кого-то мы эту карту переложим на бумаге, документы, достижения и где-то деньги, финансовая какая-то тут согласование или, ну, интерес ваш, да, то тогда это действительно какие-то контакты с лицами более официальными. Может быть, это как руководитель на работе или сама по себе инстанция. Вполне вероятно, и вы, мы все-таки спросили, кто вы, это вы готовы взять низкий старт. Вот, кстати. По рыцарю мечей мы тут быстро, ничтоже сумяшися. То есть мы не будем тут что-то долго анализировать, а все то, что я сказала про возможность, если надо с низкого старта куда-то поехать, вы как будто готовы. Но я должна сказать, что и вторая сторона либо вашего дела вопроса, если мы говорим об учреждениях, или пусть это работа, или согласование, получение документов, там я могу сказать, как ваш оппонент, он тоже хочет быстрее что-то привести, ну, к знаменателю единому. Но, может быть, есть еще некоторые нюансы, которые, вот почему двойка жезлов. Ну, не получается что-то решить быстро. Может быть, как будто на том конце вот другой человек, или пусть это касается личной жизни, опять же, да, ну, у кого что. Вот именно вторая сторона, она бы и хотела что-то завершить. Но, видимо, там есть какие-то условности. Это то, чего вы отчасти можете не видеть. Когда человеку, ну, может быть, нужно или учреждению, да, или руководителю, нужно обойти какой-то, ну, такой скользкий вопрос, которым или человек не хотел бы заниматься, или не хочется поставить себя под удар, или как-то, допустим, важная бумага. Ну, значит, составить этот документ так, чтобы вроде и овцы-то целые, но и волки-то тоже сыты. То есть вот есть что-то такое,
как будто правда на вашей стороне, понимаете? Вот самое главное. Но к этой правде, каждый относится как-то по-своему. Может быть, с учетом этой правды, есть еще какие-то обстоятельства, опять же, не совсем у вас. Ну, может быть, у вас есть, но вы их знаете. Но все же тут есть элемент неожиданности. Но вот не хочется, я тут больше вижу по рыцарю мечей, да, правда уже как бы обрисована. Но, знаете как, с позиции поспешишь, людей наспешишь, или поспешишь и себе какой-то минус создать. Так вот, ваш оппонент минусов себе не желает. Поэтому из-за этого, мои дорогие, могут быть задержки как и с документом, так и с человеком, кстати. То есть, ну, какая-то двойственная история. Давайте еще один аркан достанем. Ага, все равно. Хочешь ты, не хочешь, а надо поступать по справедливости. Вы знаете, кто-то из вас может даже чувствовать это, что вот сейчас у вас наступает то время, как раз и можно, опять же, бумагу важную, какой-то документ оформить, пересмотреть договор. Может быть, это как контракт по работе, может, это брачный контракт, может быть, еще какие-то важные бумаги, документы, а может быть, это взаимоотношения с конкретным человеком. У кого-то и вопросы в суде идут тоже. Тогда вы знаете, все равно как будто шаг за шагом ваша ситуация, она развивается. Вы можете не видеть, потому что вы зависите от решения других людей. Понятно, вам никто ничего не докладывает. Но на самом деле, вот все то, что я сказала только что по рыцарю мечей, просто эта карта добавляет. Вот именно, может быть, или найти ту букву закона, подзаконный акт, на что человек или руководитель или официальное лицо хочет опереться, так, чтобы себя не поставить под удар, но и с вами-то тоже закрыть вопрос. Вот то же самое касается, ну, какой-то, может быть, и сферы отношений, может быть, партнерских отношений в плане бизнеса или, ну, пусть это не совсем бизнес, но есть какая-то ситуация с конкретным человеком, который одновременно переплетается с финансами. Вот так вот обтекаемо скажем. Ну вот судите, насколько это откликается в вашей душе, а мы с вами идем дальше. И следующий ряд — ваше настроение, мои дорогие. Общий фон энергии на предстоящую неделю, на что произойдет, чтобы понимать, да, ваше вот самочувствие, может быть. Я не имею в виду здоровье, нет. Я именно эмоциональный фон. Что вам принесет эта неделя? Что будет происходить? Что случится, да, мы говорим, за эту неделю? Давайте будем узнавать. Я сохраняю себя. Вот правильно. Вы знаете, с учетом того, что мы раскрыли по первому ряду, самое правильное — внимательно контролировать все то, что происходит вокруг вас, и считать гроши. Вот правда, деньги может быть с элементом сохранения. Или, к примеру, даже если у вас появляется какой-то вариант, может быть, это вопросы дома, жилья, купить, продать, да. Здесь, конечно, нужно быть и внимательному, чтобы что-то не упустить. Может быть, вам и придется вот как раз этот компромисс, знаете, самим вот как эту двойственную ситуацию создать. Вот я такое допускаю. Вы можете сами, мы ведь уже смотрим ваш как бы эмоциональный фон или, в принципе, как вы можете воспринимать эту неделю или ситуации недели, события недели. Потому что по двойке жезлов вы тоже можете прийти к такому выводу: нет, я теперь сам буду вот таким великим манипулятором, никому не скажу ни да, ни нет, а отступлю полшага назад и буду наблюдать». Вот человек наблюдает, он себя сохраняет и свое добро. Может быть, это именно та ситуация, когда вы не торопитесь. Может быть, для вас вы видите выгоднее, но даже перенести какое-то дело. Может быть, это так будут развиваться события. Возможно, это связано, кстати, по рыцарю мечей. Мы ведь говорили, что вы готовы куда-то поехать. Ну, может быть, именно поездка каким-то образом увязывается с тем, что вот в том месте, где вы сейчас находитесь, и еще не все прояснено. И вы думаете, вот я, когда у меня больше будет четкости, понимания, вот тогда я куда-то и поеду. Или когда у меня еще тоже по какому-то вопросу, как я буду более ресурсен, или когда не будет на мне, ну, как или надо мной, как будто что-то висеть неразрешенно, вот тогда я точно стартану. Поэтому вы где-то выжидаете момент, вам сейчас, как будто даже карты говорят, тут все произойдет в свое время, аркан справедливость. И вы понимаете, тут самое главное себя и буквально свое добро сохранять.
Может быть, прежде это была ситуация связана с какими-то шагами, когда вы поторопились, а потом себя корили. Или когда вас кто-то, ну, знаете, как взвинтил, вывел на какую-то эмоциональную окраску, назовем это так, да? И мы это пропустили, какое-то дело, событие, документы или договоренности какие-то. Тут надо было так с холодной головой действовать. А вы это, ну, может быть, была несправедливая ситуация, и вы понимаете, что именно эмоции накрыли, а тут надо было, ну, очень с холодной головой подходить. Поэтому вы такую ошибку не хотите и не допустите, это точно. Вы очень, знаете, так прицеливаетесь правильно, мне так и хочется сказать. И, как ни странно, именно такая тактика вам помогает. Она вам помогает как решить финансовый вопрос, как и в личной жизни решить вопрос. Вот у кого что. А ведь, по сути дела, реализация какой-то сложной, запутанной темы, которая, может быть, тянется даже из прошлого. Все же мы все разные, а расклад общий. Туз кубков вас определенно будет что-то радовать. Вы вот за эту тактику, стратегию или умение, с одной стороны, искать компромисс, а с другой стороны, запасной аэродром для себя создавать или некое такое, пусть невидимое пространство, когда вы можете полшага назад отступить вот так, присесть на сундучок и сказать: «Нет, я сейчас подожду». Это не значит, что вы ничего не делаете. Это значит, что вы очень внимательно за всем наблюдаете. Вы не хотите минусов, и это правильно. Тогда и плюсов будет больше. Ладно, давайте, что же еще? Ух ты, да вы победитель, это точно. Вот какая-то правильная тактика баланса. Может быть, это вы, мои дорогие. Прежде действительно, через эмоции вас можно было на что-то, ну, подзадорить, уговорить, или через эмоции даже для вас э, совершить какое-то действие, которое для вас было с минусом как раз, а для кого-то это было более выгодно. Именно через эмоции вас кто-то выводил. Может быть, знали ваш характер. Или, может быть, вы даже, если официальные какие-то, да, дела, документы, может быть, вы пришли в какой-то кабинет, и человек прочувствовал. Может быть, человек как раз оппонент, хороший психолог, и увидел, ага, что вы как раз та персона, которую чуть-чуть подзадорили, на эмоции выведи, и все. Впереди паровоза уже бежит. Вы что-то проанализировали. Явно вот ваш эмоциональный фон, он более стабильный, спокойный, когда вы сами маг и волшебник собственной жизни. Ведь шестерка пентаклей часто говорит о помощи высших сил. Кстати, я могу сказать, что правда у кого-то давняя история, она шаг за шагом, может быть, не так быстро, но она идет к развязке. И именно потому, что вам, как будто высшие силы хотят вернуть, может быть, то, что принадлежит именно вам. У кого-то и так. Потому что если мы говорим, что если вопрос, опять же, я повторюсь, увязан отчасти и деньги, или личная жизнь. И вот в этом контексте здесь могут быть связаны и согласования, и важные встречи, важные контакты, и еще и плюс поездки, переезды, то есть, да, какая-то, ну, все таки движуха вам тут предначертана. Но, может быть, вы сейчас не летите с места в карьер, потому что не видите в этом целесообразности. Так вот, карты снова говорят, вот на предстоящей неделе, да, ну, мы даже не берем неделю, я поэтому и обозначила видео с 13 октября. Конечной как бы точки маршрута я не определяю. Почему? Да потому что у нас может быть что-то начато, инициировано или наоборот продолжено и еще пока не закончено. Что-то будет продолжаться на последующие дни, может быть, и до конца месяца. Ну, правда, мы все разные. Поэтому, а тут у вас тем более еще и старший аркан выпадает. Тут как всему свой срок. Но то, что вы победитель, вот это, кстати, карта финансового успеха и финансовой стабильности тоже. Все то, что я говорила, подтверждает этот аркан, я уже не повторяюсь. Ну, хитрее, наверное, где-то надо быть. То есть вот это выжидание, да, при пристальном внимании совершенно необходимо. Почему? Колода ведьмочек называется. Я надеюсь, это видно. Наша ведьмочка держит как раз этот баланс. И посмотрите, так она один глаз прикрыла, а вторым она наблюдает. Кому нужно продемонстрировать, что вы просто на паузе? Или, может быть, вы в такой ситуации, когда вы уже просчитали, что есть люди, которые зависят от вас.
Как будто парадигма реальности раз и изменилась. Вы с кем-то поменялись местами. Вот я такое тоже могу предположить. И вы теперь и интуитивно, и, может быть, конкретно по делу видите, что да, со мной вот этот вопрос все-таки должны подвести к какому-то знаменателю. Но для меня сейчас лучше, опять же, пронаблюдать, как дело будет развиваться. Поэтому, где нужно, я глаз прикрыл и создал такое, ну, как равнодушие. И тогда суетиться будет больше кто-то другой, вот кстати. А там, где мне нужно что-то рассмотреть и увидеть, я тоже не упущу. Но в целом баланс. Вы знаете, иногда в некоторых колодах аркан умеренности — это правда как ангел наблюдает за вами, с учетом шестерки пентаклей. Ладно, ваше настроение, эмоциональный фон. Но вот, видимо, основная задача не сглупить, не попасть еще раз вот все то, что я рассказывала. Может быть, через эмоции. Тут ведь по нулевому аркану мы именно через, может быть, как и восторг, так и полное разочарование. То есть, когда мы отталкиваемся от какого-то шаблона, может быть, в плане эмоционального восприятия даже, да, мы как раз и можем вот сглупить буквально, потому что мы как будто чего-то не видим. Есть в вашей жизни какая-то данность, какое-то конкретное дело, мои дорогие, которое требует вот этой самой, как и холодной головы, так еще и просчета, может быть, и наблюдения, может быть, и по времени какой-то необходимой дистанции. Тут у кого что, у кого-то в несколько дней. Но вот именно правильно оценить, что происходит, вот эта задача. Но я вам хочу сказать, старшие арканы, тут действительно что-то идет своим чередом, и какая-то возможность у вас будет. Или конкретный человек напишет, позвонит, как-то откликнется, что-то будет, может предлагать. У каждого здесь как-то это будет развиваться ситуация по-своему, именно на развитие ситуации. И для вас, знаете, как не совершить какую-то прежнюю ошибку или согласиться на тот вариант, который был прежде, который вам хорошо знаком, который и привел какой-то вопрос не к тому итогу, какой это ожидали. Да думать нужно, вот правда. Мы складываем оружие. Началось с четверки и закончилось. Я вам могу сказать, если эмоциональный фон, радость будет, вы будете видеть, ну, знаете точно, как маг и волшебник, в чем вы участвуете, а что вы сами, как наблюдатель, может быть, ну, так вот не педалируете, потому что, с одной стороны, есть финансовая какая-то тема, которая требует просчета. Просчет имеется в виду, может быть, буквально что-то посчитать на бумаге, на калькуляторе, какой-то дебет, кредит, ну, так условно говоря, приход, расход, да, лично ваш. А четверка мечей говорит, стоп, вот пока на этой неделе, ну, как будто удели внимание своему здоровью, и карта не говорит, что мы болеем. Мы складываем оружие, потому что нам нужно привести мысли в порядок. Да, карта говорит, вот в этом каком-то ожидании или в компромиссе ты тут будь внимателен, потому что, с одной стороны, тебе это помогает, но оно не должно быть как ожидание на какую-то очень далекую дистанцию. Вот вам, видимо, надо контролировать, когда себе сказать «пора», а когда вот отступить полшага назад. Потому что если мы ничего вообще не будем делать, как и контроль, как и использовать какой-то подходящий момент, а просто вот так выжидаем, ну, нам тогда говорят, тут уже паутиной тогда все зарастет. Вот очень тонкий момент в каких-то, знаете, таких, как 50 на 50, вибрирующих энергиях или в ситуации, которые тоже вот как двойка жезлов, да, но пока ни туда, ни сюда, и вроде пронаблюдать надо, и опоздать-то тоже не следует. Ладно, давайте узнаем. Так что же будет? Что нового идет в вашу жизнь? Что ждет в ближайшие дни? Что идет на ваш порог именно нового? Новость, информация. Может быть, какой-то конкретный факт. И у каждого тут по-разному. То есть то совершенно что-то новое, как вариант. Да, действительно, тут какое-то продолжение следует. Это у вас будут те контакты, разговоры, может быть, или какие-то обсуждения, когда для вас, может быть, ну, или будет назначена, к примеру, какая-то дата, или будет назначена какая-то встреча. Возможно, вам придется пройти
в какую-то либо инстанцию, либо встретиться с конкретным человеком. И вот тот разговор, который у вас состоится, вы можете услышать как новый вариант решения вопросов. Но что вам говорит рыцарь Пентаклей? Все детально изучи. Здесь какая-то не совсем быстрая развязка. И значит, я могу предположить, что нового. Смотрите, вам могут предложить какой-то новый вариант, но ваш оппонент или, ну, вот с кем у вас контакт, нам ведь уже определили, да, карты, что, ну, как этот оппонент или в лице человека, может быть, и по личной жизни. Так вот, назовем в целом человека, да, персона какая-то. Так вот, эта персона, она еще сама не уверена. Потому что э, может быть, и как раз руководит тем человеком, желание быстрее с вами какой-то вопрос закончить. Но к вам будут искать тоже, может быть, тонкий подход, насколько вы можете согласиться на один вариант, на второй вариант, на третий. Там явно какая-то многоходовочка, может быть задумана, причем на какую-то дистанцию. Там человек тоже может э, где-то быть в таких мыслях, что ну, а может быть, все как бы сдать на тормоза, и оно не будет развиваться. То есть я могу такое допустить. Или вам будет предложен какой-то альтернативный вариант, потому что, опять же, человек просчитывает план А, план Б, план С. План А не сработал, окей, попробую план Б. То есть вот что-то такое. Не совсем про игру говорит рыцарь Пентаклей, но все-таки я тут вижу неоднозначное что-то такое. Давайте все-таки узнаем. Но тут колесо фортуны. Колесо фортуны – это удача все равно на вашей стороне, вы посмотрите. Ладно, то есть вам будет явно предложен какой-то новый вариант. Может быть, вариант участия конкретного человека или новый вариант взаимодействия. Все же, понимаете, колесо фортуны сейчас на вашей стороне. Поэтому, проводя какие-то беседы, хочется сказать, это новое, это реально. Потому что старший аркан – это внешние события, которые могут менять, как и у человека планы или выход каких-то новых подзаконных актов, к примеру, или положений, или приказов, если это касается работы или каких-то учреждений, согласований. То есть и там тоже все время что-то меняется, между прочим. Но и вы-то сейчас, вот у вас сильная позиция, понимаете, как будто нечего терять. Тут самое главное сказать себе «пора». И когда выпадает колесо фортуны, тут промедлить тоже нельзя. Понимаете, держите руку на пульсе. Вот если предложено встретиться как будто, то надо встречаться, не упустить время. Но при каких-то контактах вам быть предельно внимательным. Для вас сейчас именно это колесо. Мы знаем, колесо – это цикличность, причина и следствие. Так вот, у вас сейчас словно ваша фортуна, ваша судьба, ваша где-то победа, мои дорогие. Ну, как идет наверх, да, по нарастающей, и она достигнет пика. А потом будет спад энергии. Вот вам за какой-то не вполне конкретно обозначенный срок нужно успеть достичь каких-то договоренностей или что-то обустроить. Но не потерять вот это время. Ладно, что нового идет в вашу жизнь, на ваш порог? Вам придется действительно, как, может быть, адаптироваться к какой-то ситуации или по-новому взглянуть на отношения, на какие-то возможности или на то, что вы услышите. Элемент новизны, но с учетом каких-то прежнего, как и опыта. И тут ведь по этой карте мы явно не должны какие-то ошибки повторять. И самое главное, не, знаете, не будьте альтруистом, не повторить какого-то длительного ожидания, не согласиться, к примеру, на ту ситуацию, когда вас могут призывать, знаете, ну, как призывают нас к чувству справедливости. Это все обтекаемо. Справедливость у нас только может быть по закону. Когда человек переводит любой разговор именно в такую плоскость, это явно он хитрит, правда, это хитрит. В той или иной мере он уже имеет какую-то свою задумку и именно пытается эмоционально на вас воздействовать. А вот вам туда не надо, вот в эти эмоциональные качели, хочется сказать. Потому что мы смотрим, пусть это личная жизнь, но явно нерешенный вопрос, или пусть это касается каких-то договоренностей. Королева кубков – это есть такое значение, как бесконечное ожидание. И вот этот альтруизм, который незаметно, шаг за шагом, переходит в состояние жертвенности. Может быть, вот именно вызвана какая-то прежняя ситуация чем-то
подобным. У кого-то это через личную жизнь. Поэтому нет, тут будьте тверды. Что нового идет на ваш порог? Вот. Жрица – это как раз то, что вам нужно. Это карта независимого человека. Вообще, это тайны. У вас шикарно будет работать интуиция. Слушайте, доверяйте себе, мои дорогие. И в нашей жизни у нас даже планетарно сейчас такой период, когда то, что мы слышим, и то, что происходит, ни в какие ворота не лезет, правда? Не поддается логике, здравому смыслу, но, а вот интуиция нам подсказывает, куда нам нужно двигаться, в какую сторону могут разворачиваться события. И интуиция это не есть там про магию или про что-то такое эфемерное. Есть конкретное определение, то есть интуиция это сочетание интеллекта и предыдущего опыта. Этим все сказано. Потому что это не сознание. Мы часто думаем, что сознание и интеллект – это одно и то же. Нет, мои дорогие, интеллект – это выше. Это какое-то знание абсолюта. Или как приобретенные нами знания, когда мы исследуем какой-то вопрос и буквально наводим справки, где кто, как разрешил подобную ситуацию. Или как в отношении уже похожей ситуации у другого человека сработал закон, к примеру, да? То есть мы это вот именно интеллектом эту информацию ищем, а потом перекладываем на нашу житейскую ситуацию, конкретный опыт. И вот какое-то среднее арифметическое выводим. Вот я постаралась объяснить, что такое карта Верховная Жрица. И что вам помогает, когда вы умеете выдерживать паузу психологическую, молчание, когда вы никому не говорите ни да, ни нет. Когда это ваша игра была чья-то, а станет вашей. По крайней мере, у вас есть такая возможность. Карта говорит о себе много не рассказывай. Могут быть даже при беседе какие-то наводящие вопросы. Или вас кто-то может пытаться разговорить. Вот, кстати, через паузу. Иногда я в своих видео это говорю, психологический прием. И вот представьте, тут, кстати, в тему, вы пришли в кабинет чиновника и хотите решить какую-то свою тему, да? Вы рассказываете человеку, человек на вас смотрит и молчит. Первое, что мы думаем, так человек устроен, психология. Мы думаем, ну, наверное, что-то не то сказала, или, может быть, я как-то так вот не очень подробно, или я изложил не вполне конкретно. И мы начинаем продолжать, мы начинаем углубляться, мы начинаем добавлять детали. Человек снова молчит, а мы опять продолжаем. Понимаете, я к чему? Мы пришли в кабинет и намеревались решать наш вопрос. И себе, может быть, продумывали эту беседу и четко определили, что мы будем излагать. Но вот создавшаяся пауза или умение человека эту паузу создавать в нужный момент нас заставляет или вынуждает. Короче, мы проболтаемся намного больше, чем намеревались в самом начале. Вот для вас как раз не поддаться, а самому уметь держать эту паузу. И да, вот такой нейтралитет или, может быть, и придется какой-то компромисс, тогда нужно время обдумать. Тут независимость приходит не из-за того, что мы кому-то что-то доказываем, а когда мы вовремя можем взять, кстати, ну, как такую перерокировку и сказать: "Я подумаю об этом", да. Если вы видите, диалог заходит в тупик или вам что-то предложено, а вы пока не знаете, как на это реагировать. Вот какая-то подобная ситуация может у вас быть, и это как новое. Вы с этим еще не сталкивались, понимаете? А ситуация касается действительно какого-то либо предложения, либо какой-то новости, и вы словно выбираете направление. Согласиться, отказаться. Или вот как, знаете, уйти нельзя остаться, где запятую будем ставить. Ну, что-то подобное. Ладно, давайте тогда мы с вами спросим, а что у вас будет продолжаться в ближайшие дни? Ну вот видите, шаг за шагом какая-то ситуация по 20-му аркану идет все-таки к развязке. Как, видимо, и конкретно правосудие, так и какая-то вселенская справедливость. Но в каком-то своем ритме, темпе срабатывает. Карта больше, знаете, такая очень добрая, избавление от боли, от страданий, разрешение каких-то сложных, таких сумбурных, как и событий, так и запутанной ситуации. Но главное, это когда вам-то больше плюсов. Но сроки тут, они как будто предопределены, потому что как и фортуна, как и
20-й старший аркан страшный суд, да, называется аркан, но суд не страшный. Тут у нас ведьмочка играет уже на флейте, и вот волшебная мелодия, когда хочется танцевать. Поэтому, в принципе, вот именно какая-то перезагрузка, она постепенно, шаг за шагом у вас продолжается. Так что будет дальше? Как карты видят возможность развития вот этой ситуации? Ух, вам тут будет что-то. Вот смотрите, даже не бойтесь, правда, сказать кому-то: "Я подумаю". Или, допустим, пусть это подумают, да, вот мы смотрели, чтобы тут паутиной не зарасти от этого ожидания. Пусть это какой-то короткий срок. Конечно, наш мозг физиологами исследовано, в течение 15 секунд принимает решение. Вы представляете, думать мы можем 15 дней, 15 недель. То есть, ну, конечно, этого быть не должно. Но, может быть, 15 минут, когда абстрагироваться от всех событий и вот конкретно, предметно обдумать какую-то ситуацию, если она вынуждает принимать решение более быстро. Но это именно хладнокровно мы что-то должны просчитать. Будет вот такой момент для вас. Понимаете? Потому что то, что приходит в вашу жизнь, мы же все же с вами говорили по колесу фортуны. Тут будет такой момент, когда вам нужно либо куда-то поехать. И вот, кстати, рыцарь кубков говорит о том, что действительно поездка какая-то вам помогает. Увидеть что-то своими глазами или находиться в определенной местности и решить вопрос не где-то так в представлениях, а более объективно, когда вы нужные разговоры, нужные беседы, нужные контакты, вы что-то просчитаете более достоверно. То есть явно тут что-то приятное, связанное с поездкой у вас будет. Ладно, что придет в вашу жизнь, что придет на ваш порог. Будьте внимательны, потому что все-таки мы, знаете, вот постоянно вам нужно контролировать. Первое, взаимоотношения как будто, как на уровне людей. Вот не расслабишься на ближайшую неделю. И финансовое состояние ваше. Потому что пятерка пентаклей, это, знаете, это, конечно, может, знаете, еще быть такая ситуация, когда куда-то нужно потратиться, и вы можете себя почувствовать, ну, условно, сам себя обесточил или заплатил куда-то, может быть, какие-то платежи необходимые. Ну, наверное, не теряйте самообладание, потому что, да, контролировать нужно, но я тут больше вижу, какая-то ситуация может требовать от вас экономии. Будьте к этому готовы, потому что, ну вот, может быть, решение некоторых вопросов потребует покупки чего-то, да, или проплаты за какой-то, ну, может быть, даже акт, я имею в виду бумагу, иногда как пошлины есть, да, государственные, ну, что-то вот такое. Или, правда, это будет связано с каким-то платежом. Ситуация-то ведь разная, правда? Поэтому, ну, где-то экономить нужно. Вопросы личной жизни явно будут рассматриваться. Может быть, это с вашими близкими, с вашими, у нас тут супруги выпали, вот конкретно. Поэтому какая-то семейная тема, либо межличностное взаимоотношение, у кого-то дети, или у кого-то вопросы, касаемые жилья. Но вообще, я бы сказала, вы знаете, тут есть какое-то взаимопонимание и тандем самое главное. Поэтому, наверное, мы на себя, как вот, знаете, в виде альтруизма, который в самопожертвование переходит, мы не берем такие энергии. Все же тут, если человек откликается с чем-то подобным, да, когда готов рассматривать меру ответственности или провести какие-то договоренности, вот тогда откликаться стоит. Но все же не бежим впереди паровоза, это факт. Но тут вас будет что-то радовать по части личной жизни. И все равно надеемся сами на себя. Вот в этой колоде именно нам показан король жезлов, а это харизматичный лидер, который м, что-то показывает на карте коту. Я часто говорю по этой карте, надейтесь сами на себя, потому что нас могут к чему-то призывать. И тут по части призывов или, знаете, как вот ты должна быть или должен быть справедливым, или, знаете, каким-то элементом таким, как, ну нет, вот правда тоже была. Тут могут, знаете, тень на плетень наводить и говорить, ну ведь когда-то там, если ситуация уходит корнями в прошлое, ты ведь тоже был неправ, например. Или это ваша была ошибка. Вот что-то подобное могут говорить, понимаете? Вот я тут прямо вот четко вижу.
Как это будет увязано именно с вашей жизнью, с контекстом ваших задач, я не знаю. Но подобные попытки определенно будут. А вообще-то, по сути дела, косяк, буквально хочется так сказать, тут был именно какого-то либо человека, либо косяк инстанции. Да, я не говорю, что вы тут где-то не лопухнулись, будем говорить, мои дорогие. Но я надеюсь, что вы меня правильно понимаете. Но со стороны другого-то человека этот косяк был намного больше, понимаете? А будут желания или будут желающие перевернуть, как будто это ваша и беда, и проблема, и это вот вам за это отвечать. Не поддайтесь, пожалуйста, на какую-то вот такую игру, мои дорогие. Будьте вот как эта верховная жрица и все то, что я сказала. И тогда вы получите намного больше бонусов и результатов. Вы ни с кем и не поссоритесь, и не обострите взаимоотношения, но тогда и люди будут думать: нет, непростая штучка. Пусть лучше думают так, чем думают, что мы тут готовы к какому-то опять самопожертвованию. Или то, что на наш нос можно нацепить розовые очки. Какая-то ситуация все-таки будет решена. И в дорогу вы собираетесь, это факт. По восьмерке кубков мы принимаем решение. Мы ищем выход из сложной ситуации, и мы его находим. Поэтому какое-то решение у вас точно, то есть шаг за шагом, всему свое время, но все-таки какая-то история, она близится к концу. Так что же идет на ваш порог? Давайте подведем итоги. Своеобразные, да? Как развитие ситуации или какие возможности на предстоящую неделю, в ближайшие дни идут в вашу жизнь. Может быть, это будет связано с конкретными действиями, что для вас, мои дорогие. Но вот, вы знаете, самое главное по девятке мечей, как будто настал период выходить из заточения, так и хочется сказать, из периода ограничений. Тут будет немаловажно, я вот только об этом говорила, не соскользнуть в прошлое. Ведь, понимаете, карта искаженного восприятия. Наша задача стать и выйти вот из этой темной комнаты. Солнце на восходе. Нам показана девушка, что, ну, ситуация какая-то думанно-передуманная, а есть явно будут желающие, которые захотят сыграть на вашем эмоциональном уровне или где-то вас к чему-то будут призывать. Ладно, а ваши действия? Какой-то правильный выбор. Посмотрите, две карты, которые отчасти говорят об неправильном восприятии, причем с разных позиций. Если девятка мечей, это наоборот, мы сами на себя нагоняем страха или воспринимаем через какую-то ненужную глубокую философию на мелком месте, видим все в более мрачных тонах, а по семерке кубков наоборот, это карта иллюзий. Или восторга, который нам тоже где-то затмевает глаза. Вот здесь полярные энергии могут быть у вас, мои дорогие. А вам нужно быть хитрее. Люди будут хитрить, мои дорогие. Хитрите и вы. Семерка мечей. Тут надо спасать свое и сохранять свои интересы. Вы можете столкнуться буквально с чьей-то хитростью. Поэтому будьте внимательны, подписывая какие-то документы, с кем-то договариваясь. Вот почему-то такая, посмотрите, концепция. Да, высшие силы на вашей стороне. Но я бы вам сказала, что на Бога надейся сам не плашай, потому что может быть, это для вас вот этот экзамен как раз, и его вам предстоит пройти, мои дорогие. Вот как тройка пентаклей, может быть, это у кого-то буквально сдача экзамена. И тут надо быть, ну, во всеоружие, будем говорить, да, во всеоружие знаний. Но больше это жизненная ситуация. У вас что-то подходит к концу. Но вы в предстоящую неделю вот с такими людьми, ну, где-то хитрецами можете столкнуться. Да, императрица, мои дорогие. Вы очень ресурсные, это люди чувствуют. И имеют каждое свое намерение с вами как-то схитрить и провзаимодействовать. Императрица не должна себя дать облапошить. Хорошо, совет для императрицы. Ну, во-первых, это где-то как по девятке мечей, не оглядывайся назад, но возможность ты не можешь упустить. Смотрите более чем, знаете, конкретно на какую-то ситуацию, на день сегодняшний. Аркан сила, критическое мышление. Да, дипломатия нам помогает, но, понимаете, у вас ваша задача как будто рассмотреть все варианты. И не с позиции эмоций, а с позиции того, мне это помогает,
Для меня это будет прогрессом или нет? Если видите, что какой-то вопрос упирается именно, ну или переходит на эмоции, вы всегда можете взять паузу, потому что будут, я уже не раз об этом говорила, но, видимо, где-то в позиции эмоционального фона кто-то будет, не случайно же тут у вас нулевой аркан, именно на второй ряд, как возможность. Вот как будто, понимаете, что-то 50 на 50, зыбко. Нельзя оступиться, хочется сказать. И в то же время вот эта сила ваша, она должна быть направлена на пользу вам самим. Так что же еще как совет? Император. Ну, наверное, тут уже не тяну карты, у каждого по-своему будут разворачиваться события. Тут надо и действовать по справедливости, безусловно, иметь холодную голову, потому что по аркану император это правда. Все то, что мы говорили с вами с первых карт, как и аркан справедливость. Вопрос должен быть решен справедливо, если это организации, чиновники, но я бы сказала, личная жизнь. Тут тоже какая-то тема требует справедливого решения. У нас и императрица, и император. И император – это всегда власть. И поэтому у кого-то это играется как через документы, через какие-то бумаги, оформление или подписание, пересмотр документов, а у кого-то через личную жизнь. Но вам, мои дорогие императрицы, нужно быть очень внимательным, даже если меня смотрят мужчины, потому что я могу сказать, что вот энергии, они будут таковы, что для вас быть дипломатом и в то же время вот с критическим мышлением, да, осознанностью какой-то, более выгодно, потому что вы ведь тоже будете сталкиваться с людьми, которые какую-то непримиримость могут транслировать или могут вам, ну, буквально говорить: нет, вот буква закона такова. А вы, значит, если вам такое говорят, может быть, кому-то и потребуется консультация юриста, потому что явно есть какой-то обходной вариант. Но вам заведомо закрывают, как замыливают глаза, усыпляя вашу бдительность, или вам могут даже что-то доказывать. А вам вот по-своему нужно какую-то ситуацию. Ну, действительно, когда и овцы целы, но и волки-то сыты тоже. Неоднозначное что-то, но вам пространство Вселенной, мои дорогие, дает для этого возможности. Перекладывайте на себя. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.